Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео я вам расскажу, как слегка повысить FPS в Fortnite, а также избавиться от лагов и фризов. Подберем оптимизированные настройки для каждой системы, в том числе наниты, люмины и так далее. Тесты я проводил только в реальных боях, для того, чтобы все было максимально честно. Было, конечно, много ситуаций, когда мешали проводить эксперименты. Некоторых наказывал, некоторых нет, но что поделать. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, но мы начинаем. Да что это такое? Снова пинг под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка, называется Gear Up Booster, поддерживает большое количество игр, в том числе Fortnite, PUBG, Rust и много других. А пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем то, что нам подходит, и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Перед запуском игры давайте разберемся с параметрами установки. Небольшая ремарка: если вы киберспортик, ставите все на самое низкое, API производительность, и идете играть. Для киберкотлет важен каждый FPS, чтобы тащить на туриках. Я отношусь к другой категории, делаю большие тесты всех параметров графики и нахожу баланс. Картинка равно производительность. Текстуры высокого разрешения. Чуть лучше текстуры. На производительность, если и влияет, то не более 2%. Шейдеры DirectX 12. По названию все ясно. Это предварительно загруженные шейдеры, которые обязательны для работы DirectX 12. Если он вам не нужен, просто убираете галочку. Предзагрузка элементов. Если эта галочка будет отключена, в таком случае все эти скины, которые есть в игре, будут предзагружаться прямо во время матча, что может сказаться на пинге, производительности и задержке. Если позволяет место на диске, обязательно делаем предзагрузку всех элементов. Самое забавное другое, что эти элементы буквально вырастут в 5 раз, если у вас включены текстуры высокого разрешения. В самой игре у нас есть самая важная вкладка — графика. Количество доступных настроек зависит от выбора DirectX, но к нему мы вернемся чуть позже. Давайте рассмотрим каждый параметр графики, что за что отвечает и насколько сильно они влияют на производительность. Начнем с игрового окна. Для тех, у кого Windows 10, ставим полный экранный режим, а уже для обладателей Windows 11 по желанию можете выбрать окно во весь экран, так как Windows 11 имеет оптимизацию игр в окне и даже работает G-Sync. Разрешение чаще всего оставляйте по умолчанию. У киберспортиков есть какое-то свое разрешение для 1080p и 1440p, но эти все вопросы уже к ним. Вертикальную синхронизацию обязательно отключаем, из-за нее может появиться задержка. Лимит частоты кадров. Лично я вычисляю свой средний FPS и плюс-минус выбираю чуть больше. Если у вас 200 кадров, можете выбрать 240. Другие же, напротив, в зависимости от герцовки монитора, повышают на 100. Если у вас монитор 144 Гц, выбирайте 240 кадров. Яркость рекомендую слегка завысить, чтобы в темных участках локации было лучше видно врагов. Режим отрисовки. Как я говорил ранее, на DirectX 11 у нас доступно в разы больше параметров графики, нежели на производительности, поэтому начнем с DirectX 11. Параметры графики я решил поделить на группы, думаю, так будет для многих удобней. Качество текстур отвечает за детализацию объектов. Переход с низкого качества на среднее затронет порядка 2% производительности. При этом визуально разницу заметно невооруженным глазом. На высокие 4 и эпические 6%. Видеопамять практически не кушает, все на ваших экранах. Если поставить галочку на высокие текстуры в параметрах установки, на производительность это никак не скажется, но чуть больше скушает видеопамяти. При этом мы заметим,
что текстуры травы стали более детализированнее. Это же касается деревьев и всего остального. Я рекомендую выбрать среднее качество текстур. А насчет галочки высоких текстур, смотрите по своей системе, как она будет на них реагировать. Потому что могут быть разные результаты. Лично я включил. Ну и не забывайте за количество памяти, которое скушает все это добро. Качество постобработки отвечает за размытие движения, глубину резкости и свечения. Да, можете не удивляться. В Fortnite с одной стороны решили все упростить, как бы запихнуть в один параметр несколько, так и наоборот лишить более детальной настройки, как это было в Red Dead Redemption 2. Там хватит только одного взгляда на количество параметров и можно потеряться. Тем не менее, будем работать с тем, что нам предлагают. Переход с низкого качества на среднее скушает 12% производительности, на высокое чуть больше 30%. Но самое интересное другое. Высокое качество постобработки кушает больше FPS, чем эпическое. Изначально я подумал, что где-то натупил, зашел еще раз в игру и целенаправленно проверил именно этот параметр графики. В этом случае те ребята, которые постобработку ставят на высокое значение, ставьте лучше на эпическое. Я же рекомендую низкое качество постобработки. Ну, в крайнем случае, если вам уж так сильно хочется красивых закатов, тогда среднее. Качество теней отвечает за их разрешение и расстояние прорисовки. Переход с низкого качества на среднее скушает около 10% производительности. При этом низкое качество по большей части просто отключает все возможные тени. На высокое 25% и эпическое чуть больше 40% производительности. Ставим среднее качество теней. Если важен каждый кадр, тогда низкое. Глобальное освещение отвечает за качество рассеянного света. Короче, затенение или SSAO. На DirectX 11 доступно всего лишь два варианта. Просто отключить и фоновое затенение. Разница между ними порядка 20% производительности. Скрипя зубами, можно включить фоновое затенение, но как по мне, это тот случай, когда картинка не равно производительность. Слишком много кушает FPS, смотрите сами. Отражение влияет на разрешение и ее точность. Если простыми словами, отключает либо включает отражение на воде, автомобилях и других глянцевых поверхностях. Как и в случае с глобальным освещением, скушает все это добро порядка 20% производительности. Я долго думал, как бы поступить, поиграл с разными вариантами, и мне все-таки понравилось включенным отражением. Да, по факту это глупое решение, но вы только посмотрите на эти отражения. Игра очень сильно преображается, и играть без этого тяжело. Качество эффектов влияет на всевозможные эффекты и даже добавляет новые. Переход с низкого на среднее. Так подожди, тут кое-кто пытается помешать нашим экспериментам. Хорошо, можем продолжать. Переход с низкого на среднее скушает 10% производительности, на высокие 14% и эпические 30%. Визуальная разница между низким качеством и эпическим, конечно, колоссальная. Добавляются новые эффекты, полностью меняется вид огня и даже облака. Была бы у меня 4090, я бы оставлял эффекты на эпическом качестве, но так как у меня 3060 Ti, высокое более чем. Да, многих эффектов нет, но те, которые есть, они все-таки лучшего качества. Да и плюс разница между средними и высокими 4%. Иногда бывает достигает 10%. Многое зависит от локации. Тем не менее, я свой выбор сделал. Вы же смотрите сами. Расстояние прорисовки отвечает за прорисовку объектов. Каждый параметр качества прорисовки скушает примерно от 2 до 4% производительности. Ставим низкое значение. При выборе сглаживания многие могут потеряться, так как в Fortnite сглаживание на любой вкус и цвет. А если у вас еще и RTX, то даже доступно DLSS. Само же сглаживание позволяет смягчать острые углы и стабилизировать изображение при движении. Лично для меня это самый важный параметр во всех играх. Я его стараюсь чаще всего завысить, но без фанатизма. Если неоправданно много кушает, тогда ищу что-то оптимальное. Разработчики дают нам на выбор FXAA, более бюджетный вариант сглаживания. Быстро и приблизительно сглаживает углы. FPS не кушает, но и мне он не очень нравится. Чуть дороже и обычно то, чему я даю предпочтение, TAA. Сглаживание объединяет предыдущие кадры с текущими. Кушает около 5% производительности.
Следующая категория TSR – сглаживание. Что-то по типу масштабирования. Так как выбрав TSR, мы можем менять качество разрешения 3D. TSR низкое и 60% 3D скушает около 8% производительности. При этом вызывает эффект мерцания. При 100% 3D потеряем почти 50% производительности. DLSS работает только на видеокартах Nvidia с приставкой RTX. Не хотел его изначально тестить, так как был уверен в том, что даст худший результат. Как по качеству, так и по FPS. Но нет, все оказалось совсем наоборот. По факту DLSS с пресетом качества плюс-минус как и TAA, только на 2-3% имеет чуть лучше производительность. Рекомендую выбрать TAA и 100% разрешения. Или DLSS качество. Разрешение 3D влияет на разрешение предметов и всех объектов в игре. Сильно вдаваться в подробности не будем, но нашел кое-что интересное. Как пример, выбрать сглаживание TAA и поставить разрешение на 90%. В таком случае получаем сглаженные текстуры и достаточно хорошо детализированную картинку. Но многое зависит от родного разрешения монитора. Если 1080p, у многих как сглаживание, так и 3D будет очень сильно мылить картинку. То есть TAA далеко не всегда подойдет. Лучший вариант, наверное, отключить TAA, либо же прибавить слегка резкости, тогда будет хороший баланс. Для мониторов 1440p никаких проблем с мыльной картинкой не будет, даже если понизить разрешение 3D до 80%. Все еще можно без проблем поиграть. При этом иметь высокий FPS. Короче, тут смотрите сами. Единого решения для всех, увы, но нет. Перед тем, как перейдем к следующему DirectX, рассмотрим те параметры, которые не вошли к нам в группу. Это размытие в движении и NVIDIA Reflex Low Latency. С размытием тут все просто. Нравится — включаешь, не нравится — выключаешь. Тем более соревновательных лучше всего отключить. Иначе это конкретно так мешает, лично мне. NVIDIA Reflex понижает задержку, кушает не более 2-3% производительности. Однозначно включаем плюс ускоряем. Теперь рассмотрим API производительность. Он все так же работает на DirectX 11, но более упрощен с точки зрения параметров графики. Много чего нам становится недоступно, в том числе и NVIDIA Reflex, но базовые настройки можно сделать. Достаточно сильно бустит по производительности. Подходит для тех, кто хочет действительно иметь преимущество в каждом кадре. И наконец DirectX 12. Тот самый API, который многие игнорируют по причине того, что он не настолько стабильный, как DirectX 11, и далеко не все системы могут его вытащить. Но для ребят, у которых 4090, давайте сделаем тесты и посмотрим на отличия в графике. Не просто так, ведь разработчики добавляют наниты, трассировки лучей, люмины и так далее. При включении DirectX 12 нам становятся доступны новые настройки графики. В принципе, чтобы не запутаться, здесь все указано. Ну, что я могу сказать? Картинка очень сильно преображается. На моей памяти это первая игра, где в одну игру могут играть на абсолютно разных системах. Если у тебя калькулятор или ты киберкотлета, играешь вот так. Если ты пришел поиграть с друзьями, чисто расслабиться на мощной системе, получаешь вот это. Разработчики очень сильно постарались, чтобы каждый мог окунуться в этот мир. Мое почтение, действительно стоит уважения. И самое важное, каждый может найти для себя что-то интересное. Прошу прощения, я немножко отъехал от темы, но не сказать об этом я не мог. Оптимизированные настройки с максимально качественной картинкой и высоким FPS у вас на экране.
Теперь коснемся небольшой настройки, которая вполне может пригодиться новичкам. На вкладке «Звук» я понижаю громкость музыки, иногда она отвлекает. И самое важное, качество звука оставляю высокое. Некоторые для производительности понижают, но это если и поможет, то для очень слабых систем. На вкладке «Игра» NVIDIA Highlights и повторы отключаем. Для ноутбуков в самом низу есть энергосбережение. Тут по желанию, я рекомендую включить. Ну и на последней вкладке я отключаю языковой фильтр и моменты пост-пати. Нажимаем «Применить» и наслаждаемся игрой. Если необходимо повысить отклик системы, погнали на рабочий стол, я там все подробно покажу. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, со схемы питания. Нажимаем «Поиск», пишем «Панель управления», «Электропитание» и «Показать доп. Схемы». Здесь у нас будет доступна высокая производительность, ставим галочку на нее. Если вам нужна максимальная производительность, вот он код, я его оставлю в описании. Либо мой архивчик, архив Байкаска версия 2, можете скачать у нас в Дискорде, либо в телеге. Тоже все ссылочки будут в описании. Что мы делаем? Копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, закрываем, закрываем. Нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да. Здесь нажимаем Ctrl+V, либо PKM и Enter. Я знаю, что эта фишечка очень хорошо работает на ноутбуках, портативных компьютерах, ну такое себе. Я привык уже ставить, просто привычка. Далее нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае это Disk D, Games Epic, Game, Fortnite, далее Fortnite Game, Binaries, Win64. И здесь нам необходимо найти приложение Fortnite, Shipping и Shipping BE. Нажимаем PKM, свойства, совместимость и ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Раньше это был must-have, потому что те, кто галочку не отключали, у них начинались проблемы. Как многие говорят, уже это все пофиксили. Но знаете, какого мнения я лично придерживаюсь? Если это все пофиксили, тогда почему они до сих пор эту функцию оставили доступно для обычных пользователей? И вообще, зная Microsoft, много чего не фиксится годами, поэтому на всякий случай лично я ставлю, вы же смотрите сами. И нажимаем на параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Это уже касается более высокого разрешения, 2К, 4К и так далее. Нажимаем применить и ОК. То же самое проделаем с Shipping BE. PKM, свойства, совместимость, галочка, параметры, галочка, ОК, применить ОК. Теперь мы копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Если у вас Windows 11, то скорее всего здесь у вас будет Fortnite, хотя в моем случае что-то нет. Окей, значит возможно не будет. Нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь и Fortnite Shipping, добавить. Параметры, ставим галочку на высокая производительность и сохранить. То же самое можем сделать и с BE-шкой. По желанию. То же самое, эта функция работает хорошо для тех, у кого 2 видеокарты, либо ноутбук. Нажимаем на параметры графики, и здесь, если нам доступно аппаратное ускорение, я рекомендую его включить. Но только в том случае, если вы не стримите, иначе будут проблемы на стриме у зрителей. И если ваш процессор мощнее, чем видеокарта, допустим, там Ryzen 5 5600X и видюха стоит 1050 Ti. Ну и вообще, если вам интересно, можете тоже потестить. Типа, возможно, на вашей системе оно будет очень хорошо работать. У кого Windows 11, оптимизация для игр в оконном режиме мы обязательно включаем. После всех настроек не забудьте перезагрузить вашу систему. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств. Здесь мы находим системные устройства, опускаемся слегка вниз, и наша задача найти высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Раньше эта фишка нужна была для работы нашего компьютера, а теперь уже не нужна, поэтому
отключаем. При желании можете еще залезть в BIOS и отключить ее там. Но не все это смогут сделать, поэтому отключаем хотя бы мы в самой системе. Следующее и самое, наверное, важное — это настройка нашей видеокарты. Если у нас видеокарта от NVIDIA, нажимаем ПКМ на рабочем столе, панель управления NVIDIA, и здесь у нас есть два варианта. Мы можем сделать настройку на глобальных параметрах, это будет касаться всех игр. То есть мы, допустим, если отключаем вертикальную синхронизацию, то она отключится абсолютно везде, во всех играх. Если мы этого не хотим, тогда переходим на программные настройки. Нажимаем вот сюда и ищем Fortnite. Если его здесь нет, нажимаем добавить и уже здесь ищем Fortnite. Скорее всего будет. Да, вот он. Если нет, то нажимаем обзор и прям переходим в папку с игрой. Добавляем шиппинг. Нажимаем открыть. Здесь по факту нас интересует пару настроечек. Анизотропка. Если вы ей не пользуетесь и вам она не нужна, тогда отключаем. Вертикалка. То же самое. Можем отключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Здесь можем сделать ограничение частоты кадров. Далее. Метод представления Vulkan OpenGL. Выбираем использовать цепочку буферов DX. Предпочтительная частота обновления. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Для слабых систем, очень слабых, рекомендую выключить. Для более-менее неплохих, допустим, там 1080, выбираем ультра. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости, очень важно. Фильтрация текстур, качество. Я обычно выбираю высокая производительность. И здесь у нас включается сразу анизотропная оптимизация и трилинейная оптимизация. Если не включилось, то включаем вручную и нажимаем применить. Если у вас видеокарта от AMD, как обычно, ребятки, прошу прощения, но AMD-шка я уже давным-давно не пользуюсь. Но у меня где-то здесь, в архиве, есть настройка видеокарты AMD Radeon и еще очень старые, дата указана 2021, может быть даже старее это, настроечки. То есть профили киберспорт, можно поставить просто игры. Далее, важная фишечка, качество фильтрации текстур. Выбираем производительность, режим тесселяции, переопределить настройки приложения. И здесь максимальный уровень тесселяции мы выбираем отключить. Все. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Режим игры оставляем включенным обязательно. Геймбар отключаем обязательно. Ну и записи, если у вас здесь они есть, ставьте все на самое минимальное значение. Если хотите отключить полностью записи, удалить Xbox Game Bar, в моем же архивчике, который находится в Дискорде и в Телеге, можете скачать, там есть вики реестра. Все подробно расписано, как, что и зачем. То есть буквально в 2 клика. Кому интересно, конечно. Если у вас Windows 10, переходим на конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. И буквально в 2 клика отключаем все фоновые приложения. Супер полезная штучка, пользуйтесь обязательно. Для 11 винды нажимаем поиск, пишем изоляция ядра, и здесь у нас есть целостность памяти. Мы ее, конечно же, отключаем. Очень сильно влияет на производительность. После всех этих настроек залетаем в Fortnite и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.